Приветствую всех, с вами канал Вита Салова. И наконец-то в этом видео я хочу поговорить об одном из ножей, который находится в наличии у меня очень-очень давно. Я даже скажу так, это самый мой первый фирменный нож в моей коллекции. То есть начинал я с китайских, но потом перешел на подобное. Вы заметили, что здесь есть обозначающиеся знаки, что это фирма Кизляр. Также в названии к видео вы поняли, о чем пойдет речь. Я очень долго выбирал, и самый первый свой нож выбрал именно такой. Он был более всего схож с моими потребностями и как бы обычным таким использованием и схожестью с кухонным ножом. Пришел он мне в пакете и вот в таком чехле. Пару слов о том месте, где я его покупал. Довольно-таки известный интернет-магазин. Существует очень давно. Официальный представитель этой фирмы в России. Магазин в моем случае зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Он мне нравится. Хотя я могу сказать так, что цены там чуть-чуть завышены. Можно найти данной фирмы по ценам ниже, чем продается на том магазине. Но в этом случае магазин всегда, сколько я раз в нем не заказывал, всегда приходили товары, но с небольшими подарками. И в самом первом случае не был обделен им. Вот такие чехлы у них продаются отдельно на сайте на их магазина. Но мне этот чехол пришел как подарок. То есть мы видим, да, Кизляр Knives, тут также написано Кизляр, печать. Вот такой чехол, очень прикольный чехол. Именно для ножа, прорезиненный, то есть это кордура, водонепроницаемый, можно так сказать, чехол. Очень мне понравился, и хранится он у меня именно нож вот в таком чехле. Вот огромный вообще плюс, что вот такие подарки приходят с теми товарами, которые вы заказываете. Могут прийти не только чехлы вот такие вот, как этот, они могут положить совсем другие вещи. Фирма Кизляр и модель Стерх 3. Что хочу сказать об этом ноже. Офигенный нож, но так как бы смешно это ни звучало, я ни разу им не пользовался. Ни разу. Там бумажку порезал, да. Но так он у меня и не был вообще ни в каком жестком использовании. Почему я решил наконец-то снять это видео, тянул до этого времени. Я собираюсь на сплав. Майские праздники. Стал у меня выбор перед многими моими ножами, которые есть у меня в коллекции. И все же подумал, что лучше всего взять этот нож, так как я его, во-первых, нигде не использовал, и посмотреть, на что он может. И уверенности в нем у меня гораздо больше, чем в остальных ножах, которые я хотел взять, так скажем. И, в общем, по удобности это тот нож. Хотя размеры его, конечно, внушают страх, боязнь какую-то. И, конечно, сейчас на данный момент я понимаю, что, например, Стерх 1 или, может быть, Стерх 2 мне бы были в самый раз. Но посмотрим, как покажет себя этот нож. Стерх 3 обладает более крупным клинком, чем Стерх 1 и Стерх 2. То есть это самое максимальное лезвие из этой линейки этих моделей. И, соответственно, немного меняет рабочие характеристики ножа. То есть в каких-то моментах им будет работать неудобно. Стерх — это разновидность белых журавлей, гнездящихся на севере России. Серия ножей Стерх вобрала в себя благородство и плавность линий этой птицы. Клинок ножа прямой с небольшим выпуклым скосом обуха. Форма клинка достаточно универсальна и подходит для большинства возможных работ. Спуски клинка от обуха. В сечении плоский клин с подводом. При виде сверху обух также плавно сужается к острию. Такая форма заточки и тонкая режущая кромка обеспечивают клинку прекрасные режущие качества. Рукоять ножа очень удобна для удержания разными хватами. Конструкция рукояти весьма прочна, так как широкий хвостовик клинка, являющийся его продолжением, проходит по всей длине рукояти. Материал рукояти обработанный кавказский орех, дающий теплое, приятное ощущение при работе с ножом. Удобные ножны погруженного типа, изготовлены из натуральной качественной кожи.
Это то самое основное описание об этом ноже. Теперь я хочу перейти к техническим характеристикам и посмотреть, насколько качественно и аккуратно это все сделано. В моем случае я этот нож покупал по акции со скидкой. И, конечно, были у меня сомнения, что что-то здесь не так. Возможно, так оно и есть. И какие-то дефекты у этого ножа присутствуют. Но замечу, что я его покупал по акции со скидкой. То есть цена была снижена. Ножны, до ножен вообще никак не докопаться в этом случае. Они просто замечательные. Значит, здесь имеется две заклепки. Первая заклепка, вторая заклепка и прошита. Конечно же, здесь вставлена вставка и ножны прошиты. Хочу вам показать, что на кончике ножен есть небольшое отверстие для стека воды, если вдруг что. То есть из ножен вода сольется в данном случае. Очень-очень толстая кожа и очень плотная. И хочу сказать, что нож в них сидит просто замечательно. С задней стороны у нас идет лямка под ремень, на которой стоит прям печать. Что это за нож, какая фирма и модель. Также написан официальный сайт. И идет дополнительное крепление для ножа, то есть следующее, да, тоже можно засунуть ремень, и также идет заклепка удержания этого самого ножа. То есть мы его закрепляем, и нож у нас никуда не девается. Да, он болтается, но в данном случае не так сильно, и шума не присутствует так, если бы это был, например, чехол из АБС. То есть лично у меня никаких нареканий по кожаному такому чехлу, ножен, ничего нет. Да, можно докопаться то, что вот эта печать сделана как-то криво. Но это ж смешно. Это смешно. То есть я это не считаю каким-то минусом. Все сделано просто качественно и очень хорошо. Ножны отличные. Отличная кожа. И я ее, конечно же, обработал. У меня были некие доработки этого ножа. И я ее обработал кремом для рук с глицерином, чтобы кожа дольше служила и дольше сохранялась. С ножнами вроде как все. Хочу отметить, что этот нож имеет полированную поверхность. И, ребята, она настолько полированная, что это просто зеркало. Я лично вижу свое отражение в этом ноже. То есть этим ножом можно побриться. Ну, конечно, такой длиной будет совсем неудобно бриться, я вам честно скажу. Но посмотреть в него в зеркало, как в зеркало, да, без проблем можно. Также хочу заметить, что рукоять ножа это кавказский орех. Но в моем случае я его обработал дополнительно. Хотя, может быть, я совершил какую-то ошибку, но у меня изменился цвет, ну и, конечно, какие-то свойства. Ручка в данном случае, как по моему взгляду, не была обработана вообще ничем. То есть были приклеены просто, то есть приделаны плахи вот эти деревянные и все. Возможно, каким-то маслом дерева было обработано, но мне показалось это крайне грубо, и я решил дополнительно сделать защиту. Я купил в магазине строительном обычный лак для древесины с неким оттенком и покрыл его на, внимательно, 3 раза. Зачем я сделал 3 раза, я до сих пор не знаю. И вообще, в принципе, с моей стороны, может быть, это была и глупостью. Но я это сделал, и ну что поделать. Во-первых, рукоятка не будет промокать вообще и поддаваться каким-то воздействием внешним. Вообще с ней ничего не должно случиться. Она должна оставаться такой всегда. Да, изначально цвет рукояти был очень такой бледный, вот самого дерева, такой
очень-очень бледный, ненасыщенный, тусклый. Он мне очень не нравился. На фотографии был совсем другой цвет, мне пришел вот именно тот цвет. Покрыл лаком, вы посмотрите теперь, как эта рукоятка выглядит. То есть цвет очень красивый, благородный, насыщенный, такой ореховым цветом. Вот именно ореховым цветом. Хочу отметить большой плюс, насколько я знаю, что ножи Кизляр делают вот такую вот выемку. Просто отлично. Вы представляете, насколько удобно точить такие ножи? Камни не будут никуда упираться, съезжать. Очень легко заточить. Вот это меня очень обрадовало. Конечно же, здесь присутствуют логотипы. Написано Кизляр, сделано в России. Пройдем по всей. Видите, зеркало просто офигенное. И, конечно же, здесь вот такой вот клинок. С другой стороны, у нас... так, сейчас, как бы это показать. С другой стороны, у нас написано только модель Стёрх 3. Также хочу заметить, что сталь здесь 65Х13. Обычная сталь, да. В данном случае, как пишет сам производитель, Z60. То есть, ну, или импортный аналог. Нож просто очень замечательный. Толщина обуха приемлемо. Спуски идут прямо от обуха до самого лезвия, то есть конусообразный. Характеристики его такие. Полная длина 294 мм. Длина клинка 170 мм. Толщина клинка 3,6 мм. Ширина клинка 31 мм. Геометрия клинка прямая, слегка изогнутым к острию обухом. Материал клинка, как я и сказал, Z60, то есть сталь, либо импортный аналог. Обработка клинка полированный. Твердость такого клинка от 56 до 58 единиц по Роквеллу. Материал рукояти кавказский орех. Толщина рукояти 23 мм. Конструкция рукояти, значит, плашки приклепаны к хвостовику. Ножны, конечно же, поясные и из натуральной кожи. Вес вместе с ножнами 299 грамм. Вес без ножен, то есть самого ножа, 224 грамма. Примечание, то что этот нож не относится к холодному оружию. Указанные параметры могут немного отличаться в связи с постоянным совершенствованием моделей и улучшением технологичности производства. Также хочу заметить, что в комплекте с этим ножом шел паспорт. В моем случае это вот такой вот небольшой паспорт, в котором написано его назначение, характеристики, комплектация и, конечно же, гарантийный талон. Но в моем случае была небольшая ошибка. У меня был Стёрх 2 написано, я зачеркнул и отметил, что Стёрх 3 все-таки. Значит, вот так вот это выглядит. Здесь написано, что этот нож не соответствует требованиям холодного оружия. Также в этом паспорте указаны размеры. Вот мы видим Стёрх 3. Указано, видим, 290 плюс-минус 10. То есть размеры как бы немножко могут отличаться. На сайте Кизляра можно сейчас на данный момент без проблем скачать сертификаты к этим ножам. Они вот выглядят вот таким вот образом. Я уже распечатал и, конечно же, возьму его на всякий случай с собой. Паспорт я брать не буду, а вот сертификат обязательно возьму. Об этом ноже я рассказал все, что думал. И на данный момент все, что знаю. Конечно же, буду брать его с собой. Забыл сказать самое последнее, но вряд ли это будет видно на камеру. Заметил такую незначительный минус, что этот клинок немножко изогнут. Вот именно вот в этом месте, мне кажется, что есть небольшой изгиб, но это я вам не покажу. Совсем небольшой, но он присутствует. Возможно, поэтому продавался со скидочкой. Также хочу заметить о наличии его заточки, но возможно это не будет видно. Но в моем случае я им прошелся по пасти. Да, нож был заточен, но заточен был не до такой сильной остроты. И заточен он был на станке. Если вы видите, вот эти вот вертикальные линии,
то есть царапины вот эти на самом острие. Вот именно таким грубым образом нож был заточен. Да, он резал, но резал грубовато. Я прошелся по пасти, и стал он резать куда гораздо лучше. То есть вот сейчас он режет просто замечательно. То есть волнистые линии присутствуют. Интересный нож, прикольный. Ну, возможно, надо было брать поменьше. Но любовь к моему оружию именно к большим ножам, почему я сказать не могу. На данное время я понимаю, что у каждого ножа, у которого есть характеристики, длина, толщина, предназначение, у них совсем разные. И здесь нужно выбирать, то есть что вы хотите этим ножом делать, так и надо выбирать. Длину и прочие характеристики. Это я уже понимаю сейчас. На этом все. Надеюсь, вам понравилось и ждете новых видео об этом ноже. Да, это видео выйдет гораздо позже. Сейчас затруднения как бы идут с видео. Я вот сейчас уеду, буду там снимать. Меня не будет несколько дней, дня 4, наверное. Значит, и, конечно же, пишу еще диплом. Пока еще пишу на данное время, когда записываю это видео. Так что происходят некие затруднения, но все выйдет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, свои мысли, выводы. И до новых встреч, желаю добра, увидимся.